Вы владелец недвижимости и рассматриваете возможность перевода жилого помещения в нежилое. Прежде чем принять решение, важно взвесить все плюсы и минусы. Давайте рассмотрим преимущества такого перевода. Преобразование жилой недвижимости в нежилую может значительно увеличить доход. Например, жилую недвижимость в престижном районе можно переоборудовать в коммерческое помещение и сдать его в аренду ресторану или магазину розничной торговли. Это может принести более высокий доход от аренды, чем сдача в аренду в качестве жилого помещения. Еще одно преимущество – более высокая стоимость недвижимости. Это связано с тем, что коммерческая или промышленная недвижимость приносит больший доход и имеет более высокую рентабельность инвестиций. Поэтому перевод жилой недвижимости в нежилую может повысить ее общую стоимость. Нежилая недвижимость также может обеспечить большую гибкость в плане использования. Недвижимость, которая ранее использовалась как дом для одной семьи, может быть переоборудована в офисное здание или ресторан в зависимости от зонирования. И, наконец, перевод недвижимости в нежилое назначение может снизить затраты на обслуживание, поскольку арендаторы коммерческих помещений обычно сами отвечают за содержание арендуемых площадей. Теперь давайте поговорим о недостатках. Один из самых больших минусов – это более высокие первоначальные затраты. Перевод жилой недвижимости в нежилую может быть дорогостоящим в зависимости от типа необходимого преобразования. Другим недостатком является ограниченное число арендаторов. Нежилая недвижимость, как правило, имеет ограниченный круг арендаторов, потому что она не подходит для использования в жилых помещениях. Нежилая недвижимость также может представлять большую опасность, чем жилая. Коммерческие арендаторы могут использовать недвижимость для опасной деятельности или нанести ущерб окружающей среде или причинить неудобства соседям, что приведет к юридической или финансовой ответственности владельца недвижимости. И, наконец, перевод жилой недвижимости в нежилую может быть связан со сложными правилами, включая правила зонирования, строительные нормы и разрешения. Итак, как вы видите, перевод жилого помещения в нежилое может иметь как преимущества, так и недостатки. И важно проконсультироваться с юридическими и финансовыми специалистами, чтобы убедиться, что перевод соответствует закону и является финансово жизнеспособным. Если вам нужна помощь в перепланировке, не стесняйтесь обращаться к нам в Documental. И не забудьте подписаться на наши социальные сети, чтобы получить больше советов и рекомендаций по вопросам перепланировки.